Женщина принимает странного щенка в подарок. Она поражена уникальной внешностью маленькой собаки, и вскоре эта пара становится неразлучной, и женщина находит в нем верного и любящего спутника. Но когда он вырастает, происходит нечто пугающее. Анака наблюдала, как пятнышко вырос из маленького застенчивого щенка в милую и любящую собаку, но в последнее время что-то изменилось, и она начала пугаться. Никто не хотел, чтобы она оставила пятнышко из-за его странного вида, но Анака всегда любила его, независимо от его внешности. Однако характер собаки изменился. Некогда спокойная и верная собака стала раздражительной и все время огрызалась на Анаку. Он перестал ее слушать, и она поняла, что совершенно ничего не знает о своем спутнике, например, откуда он взялся или какой он породы. Она вспомнила день, когда впервые приняла странного щенка, и начала сомневаться, было ли все в порядке с ним. Затем произошло нечто пугающее. Молодая женщина шла на рынок. Она жила в этом городе не так давно и только начинала знакомиться с различными местами и людьми. У входа на рынок она заметила старушку, сидящую на табуретке и крепко держащую корзину. Когда Анака проходила мимо, она увидела два огромных глаза, смотрящих на нее изнутри корзины, и отшатнулась от удивления. Что же было у старушки в корзине? Почувствовав ее любопытство, старушка предложила ей подойти поближе. Откинув тонкую ткань, лежащую поверх одеяла, Анака охнула. Внутри был самый крошечный и странный щенок, которого она когда-либо видела. Большая часть тела щенка была лысой, за исключением нескольких пучков шерсти на голове и вокруг ушей. У него были огромные глаза и большие уши, которые казались слишком большими для него. Старушка сказала Анаке, что пытается найти для щенка новый дом, но никто не хочет его из-за его внешности. Молодая женщина взглянула в глаза маленькому щенку и увидела в них грусть, которая тронула ее сердце. Собака заслуживала быть счастливой и любимой, независимой от ее внешности. Она поняла, что не сможет уйти без него. Анака спросила старушку, что-то хочет за щенка, и удивилась, когда старушка сказала, что щенок – подарок, если она сможет обещать любить его. Анака приняла маленького щенка, но вскоре поняла, что имела в виду старушка, когда говорила, что никто не хотел его. Анака решила назвать маленького пса Пятнышком и сделала все возможное, чтобы он обжился в новом доме. Бедный маленький щенок был очень застенчивым и не подходил к молодой женщине. Она решила дать ему пространство и время, чтобы исследовать новую обстановку и привыкнуть к новой хозяйке, будучи уверенной, что со временем странный щенок начнет ей доверять. Решение Анаки принять щенка вызвало отвращение у всех. Все говорили, какой Пятнышко уродливый и что это самая странная собака, которую они когда-либо видели. Но Анака не обращала внимания. Она с нетерпением ждала того дня, когда Пятнышко выйдет из своей скорлупы. Она любила его, несмотря ни на что. Усилия и терпение молодой женщины окупились через несколько недель. Пятнышко начал тянуться к Анаке. Вскоре маленький щенок следовал за ней по всей квартире и лежал у нее на коленях, пока она смотрела телевизор. Было так приятно видеть, как он становится более уверенным с каждым днем. Она была уверена, что приняла правильное решение взять щенка домой. Он не выглядел как собака, которую она когда-либо видела, но это не имело для нее значения. Пятнышко превращался в верного и любящего спутника, и Анатка не могла просить большего. Переезд в новый город был страшным и одиноким, но теперь, когда у нее был Пятнышко, ее дом больше не казался таким пустым. Однако она все еще не могла привыкнуть к странным взглядам, которые получала от людей, когда выгуливала свою собаку. Никто даже не пытался скрыть выражение отвращения, и Анака начала беспокоиться, что, возможно, она единственная, кто когда-либо примет его. Пятнышко был счастлив, и это было все, что имело значение для нее. Люди могли судить сколько угодно,
Но они никогда не осознавали, что этот странный маленький щенок принес ей так много счастья. В свою очередь, она спасла его от жизни в постоянном отвержении. По мере того, как пятнышко рос, Анака начала задумываться, вырастет ли у него когда-нибудь шерсть. Когда она впервые привела его домой, она предположила, что его лысое тело было вызвано кожным заболеванием или стрессом. Она тщательно защищала его кожу с помощью регулярных успокаивающих ванн и специальных лосьонов. Она даже начала наносить солнцезащитный крем для собак, чтобы его кожа не сгорела, но его шерсть так и не выросла. Он все еще был полностью лысым на теле, с шерстью вокруг головы, ушей, лап и хвоста, что только добавляло ему странности, но Анака это не волновало. Меньше шерсти для уборки и проще ухаживать за ним. Но по мере того, как странный щенок взрослел, происходило нечто пугающее. Семья и друзья продолжали спрашивать ее, когда она избавится от собаки, что всегда шокировало ее. Она никогда не смогла бы отказаться от него теперь. Она никогда не была бы настолько жестокой, чтобы избавиться от собаки только из-за его странного вида. У пятнышка развился озорной характер, который Анака любила, но он также был чрезвычайно любящим и верным, и ей хотелось, чтобы люди узнали его, а не судили по внешности. Однако, когда пятнышко перестал быть щенком, Анака поняла, что он всегда будет выглядеть так, как сейчас. Кроме того, его характер изменился. Анака совершенно не волновалась, если у него никогда не вырастет шерсть, но изменение характера ее беспокоило, и она начала задаваться вопросом, не сделала ли она что-то неправильно. Сначала Анака замечала лишь небольшие изменения, ничего серьезного. Пятнышко больше не всегда ее слушал. Она давала ему команду, а он полностью ее игнорировал. Она потратила много времени на его дрессировку, поэтому ей казалось странным, что он так себя ведет. Она узнала, что собаки могут проходить через своего рода подростковый период, поэтому терпеливо продолжала тренировать его, уверенная, что он перерастет это странное настроение. Следующее, что она заметила, было то, что пятнышко стал довольно нервным. Когда что-то пугало его, он рычал, чего никогда не делал раньше, даже когда был напуганным и дрожащим щенком. Самое пугающее изменение произошло, когда пятнышко стал легко раздражаться. Он стал больше спать, и если Анака пыталась вытащить его на прогулку или поиграть, он огрызался на нее. Его поведение начало пугать молодую женщину. Чем дольше продолжалось странное поведение пятнышка, тем больше Анака волновалась. Она поняла, что совершенно ничего не знает о маленькой собаке, которую так легко приняла в свой дом и жизнь. Что, если ее семья и друзья были правы на его счет? Что, если с ним действительно что-то не так, и она должна была избавиться от него? Анака ненавидела себя за эти мысли. Но с каждой агрессивной выходкой пятнышка она все больше жалела о том, что когда-то приняла странного щенка в подарок. Она понятия не имела, откуда он взялся, или даже какой он породы. Неужели она была так глупа, что слепо полюбила этого странного маленького пса? Анака провела ужасное утро с пятнышком. Она попыталась разбудить его, позвав на утреннюю прогулку, но он ее проигнорировал. Когда она подошла к его кровати, он испугался и зарычал, обнажив зубы в агрессивной манере. Когда она попыталась взять его на прогулку, он укусил ее за руку и почти укусил ее. Анака разрыдалась. Что случилось с ее милой маленькой собакой? Он был для нее спасением, а теперь превращался в кошмар. Она действительно не знала, что делать. Если она избавится от него сейчас, все скажут, что они были правы. Но она не могла подвергать себя опасности из-за гордости. Молодая женщина опустилась на диван и наблюдала за спящим пятнышком. Когда он был таким, он выглядел как тот милый маленький пес, каким был раньше. Приятных моментов с ним становилось все меньше, и она знала, что ей нужно выяснить, что происходит с ним, прежде чем он серьезно ее ранит. Он все еще был таким маленьким, но она понимала, что его укус может быть неприятным.
такой инцидент не закончился бы хорошо для них обоих. Она была обязана своему спутнику попытаться выяснить, что с ним происходит, и попытаться вернуть своего любимого пса. Она достала телефон из кармана, но прежде чем успела набрать номер ветеринара, произошло нечто пугающее. Пятнышко проснулся, и Анака заметила, что он пускает слюни, чего она никогда раньше не видела. Она нахмурилась и положила телефон рядом с ним. Она собиралась встать, когда его маленькое тело начало судорожно дрожать. Анака понятия не имела, что делать, но почти так же быстро, как это началось, приступ закончился, и Пятнышко слабо открыл глаза. Молодая женщина немедленно позвонила ветеринару, и ей сказали привезти маленькую собаку как можно скорее. Что же только что произошло? Анака не знала, что впереди у них долгий и страшный путь, но она скоро получит ответы на вопросы, которые задавала себе в последнее время. Анака провела тревожные ожидания в ветеринарной клинике. К счастью, у Пятнышка не было другого приступа, но вытащить его из дома было ужасно. Она не хотела заставлять маленького пса идти пешком, но он не позволил ей приблизиться, чтобы нести его. В конце концов, ей удалось заманить его в переноску для домашних животных, но не раньше, чем он снова попытался ее укусить. Она держала голову опущенной в зале ожидания, стараясь не встречаться взглядом ни с кем, пока слезы тихо катились по ее щекам. Что если его поведенческие проблемы не поддаются исправлению? Что если приступ был признаком чего-то серьезного? Что если через несколько недель ей придется вернуться сюда, чтобы усыпить свою собаку? Когда Анака наконец увидела ветеринара, все ее мысли и страхи вылились наружу. Она рассказала ветеринару все, от момента, когда приняла странного щенка в подарок, как все говорили ей избавиться от него, до изменений в его поведении и приступа. Она сказала ветеринару, что боится потерять своего спутника, но правда в том, что она ничего о нем не знает. Его поведение было пугающим и непредсказуемым, и она даже не знала, что делать для него, потому что понятия не имела, какой он породы. Ветеринар внимательно выслушал ее и похлопал по руке, когда она закончила. Он передал ей коробку с салфетками, чтобы вытереть глаза, и начал отвечать на все ее вопросы и беспокойство по очереди. Молодая женщина была шокирована тем, что узнала. Пятнышко оказался китайской хохлатой собакой, редкой декоративной породой, обычно стоящей $1000. Однако, как и у многих маленьких собак, у них могут развиваться проблемы со здоровьем. Ветеринар хотел провести несколько тестов, чтобы выяснить, нет ли у Пятнышка каких-либо проблем, которые могли бы объяснить его изменение характера. Анака не могла поверить, что ей досталась такая редкая собака, но она надеялась, что тесты прольют свет на все пугающие вещи, которые происходили. Когда Анаку вызвали обратно в ветеринарную клинику через неделю, она не была готова к новостям. За это время у Пятнышка произошел еще один приступ, и ветеринар определил, что у него форма эпилепсии, вызывающая необъяснимые приступы. Он также начинал терять слух, что объясняло, почему он стал игнорировать Анаку и легко пугаться. Ветеринар сказал молодой женщине, что, вероятно, у пса было больше приступов, чем она видела, и они оставляли его уставшим и растерянным. Это, в сочетании с потерей слуха, было, вероятно, очень запутанным временем для маленькой собаки, что объясняло его агрессивное поведение. Он был так же напуган, как и Анака, но не мог это выразить. Новости были грустными, но Анака почувствовала облегчение, наконец получив ответы. Теперь ее беспокоило будущее ее маленького пса. Она не хотела, чтобы он страдал, но ветеринар имел для нее хорошие новости. У Пятнышка все еще был остаточный слух, поэтому можно было многое сделать, чтобы помочь ему привыкнуть к своему состоянию и уменьшить его тревогу, пока он не оглохнет полностью. Приступы никогда не исчезнут полностью, но есть лекарства, которые могут помочь их контролировать. С помощью медикаментов и времени Пятнышко, возможно, вернется к жизни и станет тем милым псом, каким он был раньше. Дама Анака
немедленно начала применять все советы ветеринара. Она чувствовала себя виноватой за то, что считала маленькую собаку монстром. Он переживал так много, и Анака радовалась, что не сдалась. Видеть, как он меняется по мере взросления, было действительно пугающим опытом, но теперь она поняла, что Пятнышко был так же напуган, как и она. Она продолжала бороться за своего странного маленького пса и старалась обеспечить ему лучшую жизнь. Он был ее маленьким чудаком, и она не хотела бы его никаким другим. С помощью медикаментов и советов ветеринара Анака вскоре начала замечать проблески прежнего Пятнышка. Было так приятно видеть положительные изменения и видеть, как ее маленький спутник возвращается к своим прежним азартным привычкам. Жизнь с его состояниями не всегда будет гладкой, но теперь у Анаки были инструменты и знания, чтобы поддерживать его и облегчить жизнь. Со временем Пятнышко снова начал следовать за ней по квартире и лежать у нее на коленях, и она не могла сдержать слезы радости. Многие люди даже не взглянули бы на него второй раз из-за его странного вида и странного поведения, и его болезни были бы для многих достаточной причиной, чтобы полностью отказаться от маленького пса. Но не для Анаки. Он всегда будет особенным для нее, и она была рада, что они снова обрели свою счастливую дружбу. Теперь слово за вами. Что вы думаете об этой истории? Испугались бы вы Пятнышко? Мы будем рады услышать ваши мысли, поэтому, пожалуйста, оставьте комментарий ниже. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео.